Сегодня буду крепить канализационные трубы. Выход канализационной трубы. Так как труба была заведена достаточно низко, пришлось тут выдалбливать, высверливать. И тут пришлось все вырубить, потому что сюда ничего не вставало. И стяжка, в принципе, мне это даже в помощь. Как можете заметить, у меня проходят системы водоснабжения. Проходят две трубы. Здесь у меня вот подвод трубы, непосредственно холодный, в дом. Это все будет вычищаться и будет здесь все крепиться. Как будет все крепиться? Я уже подготовил конструкцию, которая будет крепиться. Это непосредственно выход, это на унитаз. Это идет у меня дальше на распределение, на ванную и далее на стиральную машину. Да, перед тем, как я все примерял, все резиновые кольца я отсюда поснимал, конечно, чтобы они мне не мешали. При установке я их установлю на место. Так как у меня здесь все выдолблено, я пошел обратным путем. Крепить к полу я буду, заливая это пространство бетонной стяжкой. То есть я прикрепил штырь с дюбелем, я буду его просто устанавливать в эту нишу. Еще раз. Я все сделал в обратную сторону. То есть я не стал высверливать отверстие, чтобы сделать крепление для канализационной трубы, так как там у меня уже есть достаточная яма большая. В моем случае я пошел в обратную сторону. Еще раз. Так как у меня там все выдолблено, то я просто закрепил хомут, поставил саморез и дюбель. То есть я это все установлю в пол и залью до определенного уровня бетонной стяжкой. У меня будет отлично держаться крепление. И вся эта канализационная система с одной стороны. Конструкция у меня будет крепиться приблизительно так, как вы видите сейчас на видео. Как я говорил выше, вот мое крепление в пол, вот оно, вот штырь с дюбелем. Почему я его немного сдвинул вправо? Кстати, да, вот я его сдвинул вправо. Потому что если бы я крепил его, предположим, в этом месте, попадал бы ровно штырь на трубу. То есть поэтому пришлось покупать дополнительные болты с гайками удлиненные и сдвигать его немного вправо, чтобы трубу не цепляло. Это выход на унитаз. Далее наклон малой канализационной трубы. Как видите, наклон присутствует, этого достаточно. Если делать слишком большой слив, вода будет уходить, а всякие твердые вещества будут оставаться в трубе. И наоборот, если сделать слишком маленький, будет все застаиваться. В принципе, этого наклона достаточно. Как вы можете наблюдать, канализационную систему я установил. Поставил резиновые кольца в двух местах. В этом месте крепить пока ничего не стал. Вот это колено. То здесь у меня будет стоять унитаз. Это я поставлю в последний момент. Слева у меня находится труба тонкая. Она имеет определенный наклон. В этом месте я наклона никакого не делал. То здесь у меня будет все ровно. Уровень ровный, все ровно. Так, как я подгонял эту трубу по высоте. Как вы можете наблюдать, у меня находится здесь дюбель. Закручивая и выкручивая дюбель, я поднимал это канализационное колено. И таким вот образом я добился определенного уровня. Ничего сложного в этом нет. Принцип могу показать вот на саморезе с дюбелем.
То есть у меня вот дюбель стоит на полу. Я просто регулирую дюбелем, закручиваю, выкручивая. Видите, у меня сейчас высота уменьшилась. Сейчас у меня высота увеличилась. Все очень просто. Вот этот дюбель, он помог мне ровно установить канализационную трубу. Так, что далее? Сейчас я буду делать просто заливку, обыкновенную стяжку. Сделаю обыкновенным бетоном. Раствор у меня есть. И у меня этот дюбель окажется в бетоне. И будет жестко держать всю конструкцию. То есть конструкция не будет держаться за выход в канализационную трубу. Здесь будет крепление на тонкой трубе. И основное будет вот это крепление. И конструкция будет стоять достаточно жестко. Конструкция установлена. Стяжку я сделал. Все залил. Все, ждем сутки. Можно двое, можно трое. Пока окончательно все схватится. И уже буду дальше делать разводку труб. Докладывать плитку. Есть где еще доложить. Подкосы. И буду заканчивать ванную. Устанавливать ванную, раковину, стиральную машину. Она будет здесь стоять в углу. И ванная будет у меня в хорошем состоянии. Ничего сложного в этом нет.